Мифы об огромных рептилиях, летающих, плавающих, дышащих огнем или изрыгающих воду встречаются почти у каждого народа. Их очень сложно обобщить, потому что под определение драконов в целом попадает огромное количество вымышленных существ. Они бывают красные, черные, белые, золотые, огненные, ледяные, воздушные, многоголовые или с одной головой, бессмертные или просто долгоживущие. Сегодня я, дорогой друг, постараюсь провести тебя по мифологическому пути, протоптанному драконами из разных народов мира. Ты же, в свою очередь, можешь поддержать видео лайком, и мы начнем. Одни из древнейших цивилизаций – Египет и Междуречье. Как ни странно, но и в мифах этих древних государств есть уже свои драконоподобные существа. Так, например, в Египте дракон, точнее змей Апоп, каждую ночь сражается с богом солнца Ра, и каждую ночь проигрывает ему, из-за чего и наступает новый день. Змей обладает огромными размерами, живет в подземном царстве и является собой олицетворением злых сил. В легендах Междуречья существовала огромная дракониха Тиамат. Вопреки столь всеобъемлющему созидательному, казалось, началу, эта дракониха также была олицетворением зла, потому ее и сразил бог Мардук, создав из ее тела небо и землю. Образ Тиамат примечателен наличием не одной головы, а сразу 7. Кроме этого, в мифах Междуречья были и другие змееподобные чудища. Так, герой легенд Гильгамеш, имевший, к слову, реально существовавший прообраз в лице правителя Гильгамеша, сражался с чудовищем Хумбамбой, покрытым розовой чешуей, лапами льва, ястребиными когтями и рогами. А на воротах храма Иштар в Вавилоне изображено существо, именуемое Сируш, обладающее рогатой змеиной головой, телом змеи, передними лапами льва и задними орла. Неизвестно, откуда взялся этот образ и что он обозначал, однако его схожесть с драконами отрицать нельзя. Теперь перейдем к более молодой, хотя для нас также древней культуре античной, греческой. В мифологии Греции дракон имел облик огромной змеи. Зачастую обладал не одной, а сразу несколькими головами, как, например, Лернейская гидра. Основной чертой дракона считалось не изрыгание огня и не полет, а гипноз. Собственно, в Греции родилось слово «дракон», произошедшее от глагола «видеть» или же от близкого по звучанию с ним слова «змея». Не на нашем языке, разумеется, а на греческом. Некоторые драконы также обладали ядом. Драконов в греческой мифологии огромное множество, один из ярчайших примеров – Тифон. Стоглавый гигантский дракон, рожденный богиней земли Геей и божеством хаоса Тартаром. Тифон мог выпускать огонь, но несколько нестандартным образом, через глаза. Но это ему не помогло в битве против главы богов Зевса. Уже упомянутая Лернейская гидра тоже драконоподобное существо. У нее было тело собаки, голов у нее было, правда, не 100, а всего 8, да и размерами она была существенно меньше Тифона. Однако на месте каждой срубленной головы гидры вырастали новые. Дыхание ее помутняло разум, а желчь, заменявшая ей кровь, была ядовита. Хоть яд был и смертелен, эту тварь все же смог одолеть Геракл. Итак, можно сделать выводы, что уже в древние времена образ дракона начинал зарождаться. Формально драконы появились в Греции, поскольку именно там их называли драконами. Однако и до греческой цивилизации подобные им существа активно использовались в мифологии для олицетворения злых сил и начала хаоса. В Греции дракон носил не столь символичный характер, но относился точно так же к антагонистам, силам тьмы. С угасанием культуры античной развивается культура средневековая. Одним из важных ее элементов являлась Библия. Именно в средние века христианство считалось единственно возможным образом жизни. Именно образом жизни, а не религией. Как ни странно, в Библии тоже встречаются упоминания о драконах. В первую очередь стоит отметить Левиафана из книги Иова, огромного огнедышащего морского змея, воплощение пучины морской ужаса и силы. Змей был столь могуч, что лишь сам Бог, змея сотворивший, уничтожил его. Другой дракон, упомянутый в Библии, дракон Апокалипсиса. Он красного цвета и обладает 7 головами и 10 рогами, неведомо каким образом распределенными по головам. Дракон есть сам сатана, дьявол, с ним воевали Михаил и ангелы, свергнув его.
Вновь дракон представляет собой начало отрицательное, сугубо отрицательное, абсолютную противоположность добру. В общем, в Библии драконы пусть и имеют внешние отличия со своими предшественниками, крылья, лапы, огненное дыхание, но все равно олицетворяют тьму и зло. Однако даже вне Библии, в легендах, преданиях народов Европы с этим учением не связаны. Драконы тоже имеют место быть. Вспомнить предание о воевавшем с драконами Беовульфе, о драконоборце Тристане из легенд о короле Артуре и рыцарях круглого стола. В русских преданиях, существовавших еще до принятия на Руси православия, также появляются драконы, именуемые змеями. Но все эти образы схожи с библейскими драконами, как внешне, так и по сути своей. Этот облик дракона и есть тот, который мы привыкли видеть в современном мире и в нашей современной культуре. Чешуйчатое тело, крылья, 4 мощные лапы, длинный хвост с каким-то острым наконечником, рогатая голова и зубастая пасть. Иногда голов больше, чем одна. Существовали и видоизменения этого облика у разных народов. Где-то возникали образы двуногих крылатых драконов, вивернов, где-то появлялись длинные бескрылые, похожие на греческих предков змеи. У каких-то драконов просто не было крыльев, но общие черты оставались прежними. Дракон являл собой злое начало, воплощение человеческих страхов, разрушительную силу. Во многих легендах фигурируют и морские змеи, появились они еще у все тех же греков. Кит, убитый Персеем, например. Но в средневековье эти змеи были у всех на слуху. Среди всех мифологических существ серпенты, так их еще называют, считались наиболее реальными. Да и сейчас многие верят в их существование. Многие люди, к примеру, посещают озеро Лох-Несс, в котором якобы обитает лохнесское чудовище. Серпенты выделялись среди других драконов огромными размерами и зачастую отсутствием каких-либо конечностей. А вот в восточных странах драконы пошли в совсем ином направлении, нежели в Европе. Объясняется это, наверное, удаленностью стран Востока от Греции, в котором зародилась античная культура, да и от всей Европы в целом. Сам же факт существования этих существ в азиатской и восточной мифологиях связан, наверное, с находками костей динозавров и ошибочной их идентификацией. Так или иначе, драконы на Востоке назывались даже не драконами. Наиболее известно их китайское название лунь. В Японии дракона называют рю, в Корее йонь, во Вьетнаме лонг. Со своими западными, так сказать, сородичами драконы восточные имели даже внешние различия. Их тело было вытянутым, крылья отсутствовали за редким исключением, на голове были оленьи рога, грива, усы, тело покрывала рыбья чешуя. Число лап у всех было одинаковым – 4, различалось в разных культурах число пальцев на них. У китайского императорского дракона было 5 пальцев на лапах, у японского 4, а у корейского 3. Помимо всех внешних различий были и различия уже по сути своей. Если еще со времен Египта драконы и им подобные твари представляли собой злое начало, то на Востоке драконы были сродни божествам. Они олицетворяли обычно погоду, силу воды. Не то чтобы драконы были именно началом добра, встречались и драконы злые, однако в большинстве своем дракон был созидательным началом. Но если люди не уважают дракона, не уважают саму природу, естественно, что дракон выступал уже в роли палача, наказывая людей. В лапах у восточного дракона зачастую был какой-то округлый предмет. Где-то сказано, что это жемчуг, дающий ему, дракону, власть над погодой. Где-то сказано, что это просто драконье яйцо. Точно неизвестно, но наличие первой теории вновь говорит о том, что дракон был именно богом, которому подвластна погода и природа. Итак, с упадком античной культуры, с наступлением средневековья и впоследствии нового времени, образ дракона не утратился, не ушел в забвение, а напротив продолжил использоваться в мифологии. Если в Европе дракон был тем, чего люди всегда боялись, то в восточных странах дракон был силой природы, добрым к тем, кто уважает его, беспощадным к тем, кто его не щадит. Сейчас драконы – одна из важнейших частей большинства произведений жанра фэнтези. Они встречаются и в фантастических фильмах, и в живописи, и в скульптуре, их образ украшает наш мир. Важно отметить, что в связи с процессом глобализации и укреплением связи между разными культурами образ дракона начал смазываться и меняться. Так, восточные драконы обзавелись крыльями, европейские – гривой и бородой. У каких-то драконов по 6 лап, какие-то вообще ушли от огненного или природного начала, становясь драконами ледяными, ядовитыми, пустынными.
Но самое главное даже не в изменении облика внешнего. Главное в том, что драконы уже редко олицетворяют зло, становясь где-то добрыми и мудрыми, где-то дикими и непредсказуемыми, где-то даже маленькими и беззащитными. Все меняется, и драконы тоже. Суммируя все сказанное, можно сказать, что драконы являлись одними из древнейших существ в мире. Они воевали с богами, творили всякие гадости и умирали двояко, либо в великих битвах, либо совершенно нелепым образом. Но все же, каким ни был дракон, он прошел многовековую историю и добрался до наших дней. А посему считаю, что он явно заслужил лайка. Пока.